Для создания красивого сада потребуются самые разные растения, которые будут удачно гармонировать друг с другом. Как правило, для оформления переднего края клумб ассортимент просто огромный. Другой вопрос – чем украсить задний план цветников? В этом нам сильно помогут неприхотливые, высокорослые культуры, о которых и пойдет сегодня речь. Подобрав необходимые растения, вы сможете решить самые разные задачи. Например, скрыть непривлекательные места в саду или создать удачный фон для более низкорослых цветов. С помощью высоких растений можно эффектно прикрыть некрасивую изгородь или неприглядный садовый объект. Выберите для себя самые подходящие, а также поделитесь своими вариантами высокорослых цветов. Не забудьте также подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход новых роликов. Одним из самых красивых и длительно цветущих многолетников является дельфиниум. С помощью его роскошных удлиненных соцветий очень легко украсить любое место в саду. Многие сорта дельфиниума достигают высоты 1-2 метров, а количество цветов в каждом колосе может насчитываться более 80 штук. Кроме того, многолетний дельфиниум отличается высокой зимостойкостью и в укрытии на зиму не нуждается. Отличным выбором для создания красочного заднего фона послужат яркие мальвы или шток-розы. Очень популярна у садоводов мальва морщинистая. Высота этих многолетников в природе достигает 2 метров. Среди мальв есть как однолетние, так и многолетние представители. В садах часто высаживают неприхотливую мальву лесную, сорта зебрина. Невероятно красивые на заднем плане цветников или вдоль заборов высокорослые махровые сорта шток-розы. Все эти разновидности отличаются размерами, формой и окраской цветов. Уход за ними крайне прост. Кроме всего, эти растения считаются лекарственными. Обратите внимание на такой яркий высокий цветок, как вербаскум. С помощью его красивых соцветий легко создать эффектные вертикали в саду. Вербаскум способен расти даже на бедных почвах и особого ухода не требует. А цветет данная культура, начиная с июня по сентябрь. Если вы хотите раскрасить свой сад ярко-желтыми красками, посадите рудбекию, которую в народе называют золотые шары. Ее махровые солнечные цветы могут достигать 10 см в диаметре. Цветение длится аж до середины октября. Такой травянистый многолетник поднимет вам настроение даже в пасмурную погоду и создаст яркий фон для других цветочных культур. Обратите внимание на такие красочные цветы, как титония и гелиантус. Эти высокорослые представители семейства астровые способны достигать более 2 метров в высоту. В зависимости от сорта цветы бывают разных расцветок. В основном они желтой или оранжевой окраски. Гелиантус еще называют декоративным подсолнухом. В период цветения его крупные цветы становятся центром внимания. Посадки этих ярких культур хорошо видны даже издалека. Совершенно неприхотливые в выращивании красочные космеи и гелениумы. Их цветочное многообразие станет украшением вашего участка до самых устойчивых заморозков. Высота кустиков может достигать более 1 метра. Пышные заросли космеи выделяются не только цветами, но и ажурной листвой. Они хорошо сочетаются с разными растениями на клумбе, например, с не менее яркой эхинацеей пурпурной или эффектными соцветиями наперстянок. Наперстянки очень красивые, особенно в посадке группами. Но следует знать, что все части этого растения ядовитые. Его не стоит высаживать в садах, которые часто посещают маленькие дети. В тенистой зоне сада на заднем плане отлично смотрятся василисник и бузульник. Эти неприхотливые многолетники просто незаменимы для оформления теневых цветников. Высота кустов бузульника достигает более 1,5 метров. Они привлекают внимание своими желтыми соцветиями и крупной листвой, которая бывает зеленой или пурпурно-фиолетовой окраски. Мелкие цветочки василисника тоже невероятно украшают сад, создавая легкий воздушный фон. Из высокорослых растений можно вырастить эффектную раджерсию и пасконник. Эти многолетники отличились не только своими крупными размерами, но и терпимостью к нехватке света. Они отлично подходят для озеленения слабо освещенных зон в саду. Мощными кустами пасконника вы сможете задекорировать неприглядные места и объекты. Цветет он пышными соцветиями, привлекающими множество бабочек. Раджерсия
хороша не только своими яркими цветами, но и крупной декоративной листвой. Например, аджерсия каштанолистная имеет большие резные листья с бронзовыми оттенками. Удивительно, но такие красивые и неприхотливые многолетники способны развиваться даже в глубокой тени и никакого особого ухода не требуют. Чтобы создать яркий акцент, посадите очаровательную книфофию. Ее необычные красочные соцветия создадут неповторимый шикарный фон. Огненные цветы книфофии привлекут внимание каждого, даже издалека. Высота данного многолетника составляет около 1–1,5 метров. Хотя есть более низкорослые и наоборот гигантские виды, как, например, книфофия Томпсона, достигающая 3 метров в высоту. Кусты этого многолетника красивы не только цветением, но и тонкой длинной листвой. Высаживать книфофию лучше на солнечных участках. В садах с холодным климатом это растение потребует осеннего мульчирования и укрытия на зиму. Одним из самых популярных и многими любимых многолетников заднего плана является флокс метельчатый. Среди этих цветов есть множество эффектных сортов с всевозможной палитрой красок. Соцветия флокса довольно крупные и состоят из очаровательных пятилепестковых цветочков. Есть необычные сорта с комбинированной расцветкой и разными вкраплениями и штрихами на лепестках. Размеры высокорослых сортов достигают более 1,5 метров. Также вы можете подобрать растения с разными сроками цветения. Есть раннецветущие флоксы, которые зацветают уже в мае, среднецветущие и те, что раскрывают свои соцветия в конце лета. Обычно цветение флоксов метельчатых растягивается на 5 недель, но есть сорта, которые будут радовать вас своей красотой не менее 2,5 месяцев. Это не только красивый многолетник для оформления заднего плана цветника или декорирования стен и заборов. Метельчатый флокс довольно прост в уходе и зимостойкий, и можно украсить солнечные и полутенистые участки в саду. К тому же его соцветия хорошо сочетаются с разными декоративно цветущими культурами, например, с лилиями, клематисами, дельфиниумами и наперстянками. В эту компанию неприхотливых высоких растений я бы еще добавила колокольчик пирамидальный. Это один из популярных высокорослых видов, который восхищает своей красотой и обилием цветения. Его роскошные цветочные метелки состоят из множества довольно крупных цветов белой или голубовато-синей окраски. Высота стеблей достигает 1,5 и более метров. Цветение длится в июне-июле. Колокольчик отлично смотрится в групповой посадке, особенно совместно с другими цветами. Все вышеперечисленные культуры хорошо высаживать вдоль забора или у стен построек. Они также незаменимы для оформления красочного заднего фона клумб и цветников, а из некоторых даже можно создать эффектную живую изгородь или настоящую цветущую ширму. Подобрав разные растения и грамотно сочетая их с другими цветами, вы сможете вырастить невероятно красивые композиции и надолго украсить свою территорию. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.